Друзья, всем привет! С вами команда Залфигуру. Меня зовут Елена. В этом ролике мы возьмем реальный кошелек. Мы его взяли из раздела прибыльных кошельков из нашей приватной группы. Далее мы пройдемся по его характеристикам, оценим его сделки и далее перейдем к настройке копитрейда в Юниботе. Также настроим тейк-профиты. Если вы не знаете, что такое копитрейд в сети Solana, посмотрите два предыдущих коротких ролика, и вам станет понятно, чем же занимается наша команда. Вот кошелек, который мы выбрали из нашей премиум-группы. Пришел он от 20 февраля, то есть вчера. На что мы обращаем внимание в первую очередь при выборе кошелька для копитрейда и статистики? Первое. Баланс больше нуля. Второе. Last 7 days profit – все зеленые кружки, значит работает стабильно по какой-то стратегии. Третье. Профит больше нуля. Четвертое. ROI выше 200%, хорошо. Пятое. Винрейт больше 65%, это хорошо. Шестое. Нет красных или желтых флагов, а именно нет продаж до покупок, не продает токенов больше, чем покупает, и отсутствуют сделки no buys. Это очень хорошо. Седьмое. Сумма процентов зеленых квадратов и ракет выше 50%. Это отлично. Восьмое. Продаж больше, чем покупок в 1,5 раза. Девятое. Среднее время между первой покупкой и первой продажей больше часа. Это хорошо. Десятое. Средняя сумма покупки для нас высоковата. Будем уменьшать для теста. Далее через Ctrl плюс клик открываем Last 10 Traders и сейчас просмотрим каждую сделку. Мы будем обращать внимание на то, как входит. Если снайперит, примерно прикидываем, где бы мы зашли через 2-5 секунд. Если за это время он уже выходит, такие нам не подходят, так как будет теряться вся прибыль. Если снайперит, но держит монеты до хорошего роста, для нас это плюс. Будем смотреть на выходы трейдера, продает он лесенкой или нет. Лучше, когда лесенкой, так наша доходность будет приближена к его. Будем смотреть, какие были максимумы от его точки входа до точки выхода, чтобы если сам копитрейд будет убыточным, чтобы мы могли выставить автопродажу по своим тейк-профитам, помимо копирования его выходов из сделки. Итак, первая монета. Снайперский вход, очень плохой выход, до максимума 107%. Скорее всего, мы бы тоже закрыли в минус. Далее, снайперский вход, очень плохой выход для нас, хотя трейдер забрал почти 5х, до максимума 30%. Мы бы были в минусе. Следующая монета. Снайперский вход, очень плохой выход, хотя трейдер забрал почти 4х, до максимума 30%. Далее, снайперский вход, хороший выход у трейдера, но для нас не очень, так как следующая свеча падает аж на 50% от максимума. Трейдер забрал 10х, но мы бы забрали 3-5х. Пик 1386%. Следующая монета. Снайперский вход, хороший выход у трейдера, но для нас не очень, так как следующая свеча падает примерно на 30% от максимума. Трейдер забрал 6х, мы бы забрали 2-4х. Пик 726%. Далее, снайперский вход. Очень плохой выход. До максимума 108%. Скорее всего, мы бы тоже закрыли в минус. Далее, снайперский вход. Очень плохой выход для нас. Трейдер забрал почти 4х. До максимума 108%. Скорее всего, мы бы закрыли в минус. Следующая монета. 432% до максимума. Разгружался лесенкой, это плюс. Мы бы были точно в плюсе в этой сделке. Далее. Очень плохой выход для нас. 318% до максимума, хотя трейдер в небольшом плюсе. Крайняя монета. Неплохие выходы из сделки для нас, скорее всего, были бы в плюсе, до пика 554%. По итогу просмотра графиков ключевое, на что мы обратили внимание. Он всегда снайперит, что создает для нас определенные риски, что мы будем заходить через 2-5 секунд, но по графикам мы не увидели, что нам это будет сильно мешать извлекать прибыль. Второе. Есть ряд монет, которые хорошо стреляли, но если мы будем продавать прямо за ним, мы будем недополучать прибыль, так как он много где продавал на самом верху. Соответственно, мы могли бы поставить фиксированный take-profit около 300%. Если очень консервативно и чисто протестировать, можно поставить 100% take profit, но в данном случае, скорее всего, при копировании вы будете около нуля профита, но для теста можно попробовать такие настройки. Кстати, если кошелек где-то засветился и вы переживаете, что его многие могут копировать, работать по стратегии фиксированного take profit очень хорошая идея.
Риски. Крайние его сделки, которые мы рассматривали на первом, втором, третьих графиках, скорее всего, принесли бы нам убыток, и пики до максимумов от входа и до выхода составляли всего по 30%, что не очень хорошо. То, что после его продаж на пиках идут резкие сбросы, может говорить о том, что он в курсе или имеет отношение к админам монеты, или за ним следует много кошельков. Вывод по статистике кошелька. Нам все понравилось. После анализа графиков вывод о копировании трейдера неоднозначный. Для демонстрации, как настроить копитрейд бота, мы все же поставим кошелек на копирование. Примерно такой анализ вы должны производить перед тем, как вставить кошелек на копитрейд, но это все не является гарантией, что кошелек и дальше будет приносить прибыль. Поэтому, если хотите протестировать или есть риски, уменьшайте вашу сумму входа, которую повторяете за трейдером, или пропускайте такой кошелек. Перейдем к настройкам бота для повторения сделок. После нажатия кнопки «Старт» у вас появится меню, в котором нам для настройки копитрейда потребуется всего три функции. Первое – адрес кошелька, который надо пополнить Solana, чтобы у вас осуществлялись покупки и продажи. Второе – копитрейд, кнопка, в которой мы будем подключать трейдера. Третье – сеттинг, функция, которая позволит нам добавить лимитные ордера или так называемые take profit, то есть уровни, при достижении которых у нас будет закрытие сделок определенным процентом, помимо автокопирования закрытия сделок самим трейдером. На пополнении баланса останавливаться не будем, так как это можно сделать обычным переводом Solana с любой биржи на адрес этого кошелька. Поэтому перейдем для начала в сеттинг. Включаем Confirm Traders, PNL Values, Chart Previews, нажимаем Auto Sell, далее Add Order. Для кошелька мы решили поставить два фиксированных take профита. При достижении 100% мы будем продавать 50% токенов, и при достижении 300% мы будем продавать оставшиеся 50% токенов. Красный тумблер переключаем на зеленый и Sleep Edge выставляем на 80%. Для большинства копи-сделок это стандартное значение по Sleep Edge. Все take-профиты мы настроили. Можно вернуться в начальное меню командой /start. Переходим в функцию CopyTrade, нажимаем плюсик New. Далее в Target Wallet вставляем адрес кошелька, который будем копировать. Buy Guys, Sell Guys не меняем, так как сейчас это не влияет на скорость повторения за трейдером. Sleep Edge делаем равным 80%. И если мы хотим включить, чтобы у нас работали настройки Take Profit, которые мы сделали при достижении 100 и 300%, а мы, конечно, хотим, ставим галку Auto Sell. После этого нажимаем кнопку Add. Все, поздравляю, вы поставили свой первый кошелек на повторение сделок в сети Solana. Продолжайте погружаться в рынок, анализировать кошельки и тестировать гипотезы, и у вас все получится. Если вам понравился формат видео и материал был полезен, обязательно делитесь комментариями. Ссылки на нашего бота и Юнибота оставим в комментариях под видео. Не забывайте следить за новостями в группе блога и, конечно, будем рады видеть вас в нашей премиум-версии. До новых встреч!